Всем привет! Меня зовут Света Ёлкина, я студентка исторического факультета МГУ, и это мой совместный с бакалавром исторического факультета МГУ Сашей Раньшиным научно-популярный проект «Гуманитарная помощь». И мы долго думали, что бы интересного нам снять, и вспомнили о заявленной, но так и не воплощенной рубрике «Гумпом ТОП». И вот сегодня вы смотрите видео о топ-5 мифах о Средневековье. Некоторые из них настолько распространены, что даже ученым тяжело от них отказаться. Ну что, начнем? О средневековом рыцарстве полно всевозможных легенд, причем некоторые укрепились в массовом сознании настолько, что в них верят безоговорочно. Но наиболее распространен миф о том, что европейские рыцари не могли передвигаться в доспехах без посторонней помощи и вообще были крайне неуклюжими. Во-первых, в таком утверждении неверно то, что доспехи рыцарей, изменявшиеся на протяжении нескольких веков, оцениваются одинаково как непригодные для свободного передвижения. Это очень грубая ошибка. Так, в раннее средневековье основной защитой воинов была кольчуга, вес которой не превышал 10 килограммов. По способности сковывать движение человека кольчугу можно сравнить со свитером, то есть средневековый воин чувствовал себя в ней достаточно свободно. Да, в позднем средневековье доспех становится тяжелее, его вес увеличивается до 30 килограмм. Однако все элементы такого латного доспеха были прекрасно подогнаны по телу, что позволяло рыцарю без проблем передвигаться. К тому же, большая часть доспехов средневекового рыцаря была рассчитана на всадника, которому не нужно было совершать длинные пешие переходы. Но даже в этом случае рыцарь мог спешиться, сменить сковывавшие движение элементы на более подвижные и продолжить сражаться. Не только среди обывателей, но и среди профессиональных историков необычайно распространено мнение о том, что крестовые походы были сугубо отрицательным фактором развития Европы и принесли ей только разрушение, множество смертей и опустошенную казну. Это, безусловно, не так. Да, конечно, крестовые походы имели множество негативных последствий. Кроме уже перечисленных, можно назвать, например, испорченные отношения с Византией после Четвертого крестового похода или опустошение европейских земель вследствие оттока населения из Европы на восток. Однако крестоносное движение имело и положительные последствия для средневековой Европы. Во-первых, постоянные военные экспедиции крестоносцев из Европы в Святую Землю привели к бурному развитию судоходства и торговли по Средиземному морю. Начали богатеть итальянские морские республики, такие как Венеция и Генуя, а в Европу попали экзотические продукты и материалы – шафран, лимон, сахар, рис, шелк и многое другое. Само плавание по Средиземному морю стало безопаснее. Во-вторых, благодаря походам на восток жители Европы смогли познакомиться и заново открыть сочинения античных авторов и философов. Например, до эпохи крестовых походов Европа не знала Аристотеля, да и в целом европейская наука получила невероятно ценный материал в самых разных областях, от математики до медицины. Не стоит забывать, что в результате крестоносных экспедиций расширилось представление средневекового человека о географии Европы и Ближнего Востока, вырос и сам интерес к путешествиям в другие земли. Ну а если вам интересно узнать о других мифах и легендах, связанных с крестовыми походами, а их действительно очень и очень много, то напишите об этом в комментариях и поставьте лайк под этим видео. Мы сделаем отдельный выпуск, посвященный самым необычным мифам о крестоносцах. О том, что в средние века было засилье церкви, не рассказывает только ленивый. И наверняка вы все слышали о горящих кострах Инквизиции и об охоте на ведьм. И, конечно же, религия играла большую роль в средневековом обществе, но, во-первых, на колдунов и ведьм инквизиторам было, в общем-то, наплевать как минимум века до 16-го. Более того, в 17 веке от преследований волшебников церковь отказалась. По очень простой причине, не верили они в волшебство. Главные враги инквизиции – это, конечно же, еретики, а затем протестанты. Кстати, у протестантов были свои, не менее жестокие карательные органы. Большая же часть известных нам случаев охоты на ведьм – это не только инициатива светских судов или даже простых граждан, но и явление более позднее. В странах же, где долго сохранялась инквизиция – в Испании, Италии, Португалии –
Количество сожженных ведьм гораздо ниже, чем по остальной Европе, просто потому что инквизиция организовывала расследование, а не сразу бежала складывать костер, как это было там, где вопрос решался через самосуд. Инквизитор выяснял, нет ли у подсудимого врагов, а клевета была отличным способом брать конкурента. Допрашивал каждого участника дела и, кстати говоря, не применял пытки, ему это было попросту запрещено. Так что, хотя мы все слышали про миллионы жертв инквизиции, едва ли даже за все время ее существования наберется хотя бы сотни тысяч человек, приговоренных инквизицией к смерти по обвинению в колдовстве. Впрочем, если вас интересует эта тема, пишите нам, и мы с удовольствием сделаем выпуск о мифах, связанных с инквизицией. От ведьм легко перейти к другому популярному мифу о средних веках, о том, что якобы именно эта эпоха была эрой особого женоненавистничества. И, конечно же, никто не отрицает, что в средние века был патриархат, а женщин не всегда считали человеком. И все же этот миф имеет свои нюансы. Итак, многие считают, что именно в средние века женщин угнетали наиболее сильно. На деле это не так. Средневековые люди опирались именно на античные религиозные представления, а Ренессанс и Новое время только ухудшили положение женщин, лишив их всякого права на знания, свободу и, в общем-то, человечность. Отношение к женщинам в средние века очень разнилось в зависимости от региона, сословия, каждого конкретного случая. Так, культ прекрасной дамы или Святой Марии и обсуждение о том, есть ли у женщин вообще душа и что именно они виноваты в грехопадении человека, нормально сочетаются в средневековой культуре. Многие женщины, особенно в городах, пользовались определенной свободой, их права были оговорены. Их защищали не только от кражи или убийства, но и от изнасилования и устного оскорбления. Вдовы вообще могли быть весьма влиятельными фигурами, особенно по отношению к своим детям. В конце концов, женщинам так часто приходилось защищаться и защищать своих детей, что им просто приходилось быть сильными, сражаться и противостоять знати своего или чужого государства, править домом или страной. Средневековье было разнообразно и противоречиво, и хотя оно, конечно же, было миром мужчин, это не было царство женоненавистничества. Корректнее будет говорить об объективации и гендерной иерархии. Семья и церковь действительно были репрессивными патриархальными институтами, однако церковь же была альтернативой для женщин. Здесь они, лишенные сексуальности, даже могли в некотором роде сравняться с мужчинами. Особым женоненавистничеством в Средневековье не отличается и на общем фоне истории женского вопроса даже в чем-то выигрывает. И, наконец, последний на сегодня миф о вопиющей безграмотности Средневековья. В нашем последнем выпуске я уже рассказывала, что средние века – это эпоха накопления знания и методов познания. И тем не менее, у многих людей в головах есть абсолютная уверенность, что в средние века люди считали Землю плоской, не умели читать и преследовали и боялись ученых. Особенно часто припоминают историю про Джордано Бруно, якобы сожженного за его открытие о шарообразной форме Земли. Мы уже выяснили, кого церковь сжигала. Не ученых, еретиков. Джордано Бруно не исключение, суд над ним продолжался в течение 7 лет, и преследовали его вовсе не за шарообразность земли, а за его слова о том, что Христос хотел и старался избежать смерти, Моисей был колдуном, Библия подделка, от Адама и Евы произошли только евреи, а души могут жить в нескольких телах. На костры инквизиции вообще попадали те, кого инквизиторам не получалось переубедить. И именно за эти еретические воззрения и за фанатическое преклонение перед солнцем как божеством Бруно был сожжен, а вовсе не за учение Коперника, которое, кстати говоря, тогда совсем не осуждалось церковью. Астроном не подвергся никаким преследованиям с ее стороны при жизни, и даже наоборот, местный епископ практически обеспечивал ученого. Более того, на самом деле идея о круглой Земле была придумана вовсе не Коперником. Знание это было открыто еще в античности. Тогда же высчитали примерную протяженность экватора. И это знание не было утрачено и в средние века. А карты с кружочками, якобы доказывающие плоскость Земли, это было лишь символическое, нематериальное представление о мире. Образованные люди никогда не ставили под вопрос столь очевидный факт. Другой вопрос, насколько образованным было средневековое общество. Конечно же, оно не знает повальной грамотности. Действительно, многие люди не умели читать и не нуждались в этом.
Однако образование было, и распространяла его в первую очередь церковь. Несмотря на популярные мифы о том, как церковники душили науку, именно в монастырях и при них возникали библиотеки, университеты, небольшие школы. Считая мир творением Бога, люди церкви настойчиво стремились понять, объяснить и узнать его, считая науку одним из методов познания Бога. Многие знатные люди тоже способствовали росту образования, и открытые ими курсы и колледжи не имели сословных, религиозных или национальных ограничений. Например, Робер де Сорбон, основатель Парижского университета, был сыном зажиточного крестьянина и одним из наиболее образованных людей своего времени. В Монпелье разрешалось преподавать мусульманам и иудеям, а в Салерно еще в IX веке до университетов существовала медицинская школа, среди почетных профессоров которой были и женщины. Среди торговцев и горожан часто тоже хватало образованных людей, да и крестьяне, пусть и не умели читать, владели устной традицией с представлениями о религии, географии и праве. Любой необразованный мог нанять писца или юриста для защиты в суде, и, надо сказать, крестьяне ухитрялись разбираться в юридических тонкостях, если это им было выгодно. Если вы все еще сомневаетесь, вот вам список изобретений и усовершенствований Средневековья. Улучшены водяные и ветряные мельницы, почти не применявшиеся в римскую эпоху, гончарный круг, изобретены латунь, маховик, хронометр, аптекарские весы, подзорная труба. Практически впервые стали применяться и использоваться парусные суда. Именно в средние века заложена основа физики движения, создана логика терминов, в дальнейшем вылившаяся в расцвет высшей математики. Впервые стала применяться селекция, появилось представление об эксперименте. Взгляните, наконец, на готические соборы, на эту мощную изящную архитектуру. Построили бы это неграмотные люди? Так что темная безграмотность Средневековья и преследование ученых инквизиций – это снисходительный миф времен нового времени, не имеющий ничего общего с реальностью. На этом мы заканчиваем выпуск, но не теряйте нас, совсем скоро вас ждут следующие 5 мифов о Средневековье, наш регулярный выпуск и еще много чего интересного. Следите за нами в социальных сетях и, конечно же, пишите, какие мифы вам понравились больше всего и о каких бы еще вы хотели услышать, какие мифы еще вы хотите опровергнуть вместе с нами. На этом все, спасибо и до скорых встреч!